Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 20 по 30 октября. Давайте с вами узнаем, что скоро случится или произойдет, и в целом, чего ждать или что ждать, какой для вас окажется эта декада, заключительная декада октября. И вначале у нас на колоде 78 дверей, это метафорические карты. Мы достанем 3 карты, это 3 знака судьбы. Принципиальное значение имеют двери, открытые они или закрытые, или какие ключи нам придется найти. А может быть, куда-то мы и сами не пойдем. Вот давайте будем узнавать. Это потоковая информация, с чем будут связаны события с 20 по 30 октября. Не задаем вопросов, позволяем картам обозначить или сферу жизни, например, да, где вам доведется принимать важные решения. Первый знак, второй, третий знак судьбы. И если мы спросили, так что же там случится, произойдет? Главное, может быть, событие или ключевое событие этой декады. Или, может быть, это как-то соединит одна карта, все 3 знака, тут у каждого свое. А может быть, это и связано с какой-то персоной. Тогда кого ждать? Может быть, и так, да? И все в нашей жизни причина и следствие. Давайте мы достанем одну карту как неожиданности. И, возможно, это правда о каком-то человеке или о каком-то событии, которое вы узнаете, или это она откроется. Может быть, и сам человек появится. Конечно, будем реалистами, всегда к этому призываю. Но сама по себе осень 2025, октябрь, ноябрь, забегая немного вперед, могут быть некоторые дежавю, как и в плане персон некоторых, да, или даже дела. То, чем вы занимались прежде время, и, может быть, что-то не пошло, или словно получила задержку, как, ну, запнулась на каком-то этапе и дальше не развивалась. Но вы, может быть, в чем-то были правы, или это как ваше видение такое по справедливости, правда. И то, чего мы не могли сделать раньше, нам дает пространство, возможность для того, чтобы мы это как-то либо завершили, либо правильно продолжили. Хотя я не исключаю, что вот эти события могут включать в себя очень далекий период, который касается, ну, порядка 7-9 лет до того. И что прояснится или к чему это все идет. Как-то так получилось, что я открыла эту карту. Ладно, так и оставляем. Праздник после победы, мои дорогие. Это, знаете, то место, где мы чувствуем себя в безопасности. Такой домик на ветвях, да? Это карта и одновременно успеха, это радость, что-то как победа или когда у нас, ну, действительно осуществляется какой-то вопрос, ну и в целом планирование жизни, прочная позиция. Ну, коль уж так получилось, ну, так тому и быть, но мы посмотрим и достанем 3 карты по основным сферам жизни. Чего ждать? Любовь, личная жизнь, взаимоотношения. Чего ждать в сфере финансов? Чего ждать? Это у нас вопросы работы, важные встречи, согласования, у кого-то документы, учеба, у кого что. Смотрим. Вообще можно наш расклад уже завершать, я так думаю. Правда, первая карта Солнца. Нам тут уже сказали праздник после победы. Ну, конечно, мы любопытны, мы все равно с вами откроем. Но не всегда же, правда, даже те победы или какие-то наши намерения, они осуществляются сразу. Я думаю, большинство со мной согласится. И где-то карта Солнца, она тоже дает нам дистанцию по времени. 6-8 месяцев, я часто говорю в своих раскладах. Конечно, Солнце– это ясность, тут действительно у вас что-то. Может быть, даже со скрипом, мои дорогие, у кого-то, но шаг за шагом будет проясняться. Безусловно, это наше намерение и цель. Если мы никуда не идем, если мы, ну, не ставим перед собой каких-то задач, а просто ждем. Ну, в целом период обещает быть благополучным, но самое главное, мы потеряем время. Конечно, это, с одной стороны, карта нашего эго, но если вот мы сказали достижение, да, вот мы ее откроем, эту карту тоже. Но даже давайте сейчас, раз уж тут все пошло непонятно как. Ну, бывает же такое. Смотрите, еще один старший аркан– колесо фортуны. Ну, правда, фортуна сейчас на вашей стороне. Нечего добавить. Солнце и колесо. И правда ведь времени нельзя терять даром.
Согласитесь, сама по себе, кстати, колода колесо года. И мы с вами знаем, если смотреть так со стороны, колесо как будто идет наверх, достигает пика, а потом опускается. Так вот, когда карты эти выпадают, вы сейчас как раз на гребне. Или когда идет это колесо на подъем, неизбежный будет спад. Поэтому успевать нужно что-то делать. И не случайно, посмотрите, где-то как колесо изображено солнце. Вы знаете, это когда все же больше радости, исполнения желаний. Но я не говорю уже прямо полное исполнение. Но ведь благополучный период, мои дорогие. Ну, кто что будет прояснять. У кого-то это может быть, кстати, личная жизнь, вопросы дома, связанные с переездом. Иногда, вот смотрите, что прояснится, уже сразу скажу. Домик на ветвях, да? С одной стороны, обозначает безопасность, поскольку высоко. Иногда по этой карте проигрывается, хоть и не прописано, такое значение. Допустим, мы хотим куда-то переехать. Или мы хотим что-то осуществить. И вот тогда на ветвях, не случайно нам как будто тут дети даже изображены. Да? Ну, один-то взрослый, но тут ребенок. Тем не менее, это о чем? Знаете, как вроде как элемент игры, но не имеется в виду игра. А то, может быть, жилище, которое нам на какое-то время будет пристанищем. Или когда при осуществлении дела вопрос продвинется, а потом немножко остановится. Если это касается переезда, вы можете рассматривать не совсем те варианты, которые вы думали впереди или до этого. Как будто собирались в одно место, поедете в другое, или немножко что-то будете корректировать, или собирались, допустим, по жилью снимать апартаменты, например, да, или квартиру, а тут вы будете рассматривать дом или как-то наоборот. То есть вот какой-то промежуточный этап, он может быть, пусть не у всех, но тем не менее, уже, знаете, это как возможность на полдороги даже остановиться, перевести дух и себя поблагодарить за то, что вы правильно с чем-то сориентировались. Ведь солнце нам именно про направление говорит. И то, что вы сейчас выбираете, это будет иметь принципиальное значение. А для вас, мои дорогие, Юпитер в вашем знаке зодиака. И именно под конец 2025 года он раскрывает все свои самые положительные стороны. И это будет длиться вплоть практически до конца июня 2026. А дальше пусть перейдет Юпитер в знак зодиака Льва, но сейчас он в вашем первом доме, а переходя в первый дом знака зодиака Льва, он тоже в вашем знаке остается, он никуда не делся. Он просто из первого дома гороскопа переместится во второй. А второй дом гороскопа – это у нас гроши, деньги, мои дорогие, сфера финансов, материальные блага. Поэтому вы можете брать, знаете, такое как разгон потихонечку. Вам придется все осмыслять, не делать ничего на автопилоте. Почему вот эта осознанность важна? А потому что время возможностей. И все три карты, даже если мы ничего не откроем, то они уже говорят о той, как, знаете, как стезя какая-то жизненная, да, или направление, у каждого, понятно, свое, но я имею в виду, это новое качество жизни, безусловно. Ладно, давайте второй знак судьбы. У кого-то паш кубков будет означать новость. Иногда эта новость нас радует, иногда это новость от наших детей. Но в этой колоде у нас, посмотрите, человек, и он отнюдь не ребенок, он в достаточно зрелом возрасте. С лозой ищет воду. И колода эта современная. Она не когда-то там много веков тому назад создавалась. И согласитесь, в наше современное время добыть воду 1001 способ. Причем намного быстрее все обустроить, наверное, уже успеть принять ванну, скажем так. Я, конечно, шучу. Так вот, смысл тот, что человек как будто убивает время. Он ищет, сам не знает что. И нужно ли этим заниматься, тоже непонятно. Вот есть какая-то тема, дело, вопрос. Может быть, и вы будете раздумывать, а вообще мне нужно в этом участвовать или нет. Очень символично, что рядом аркан Солнца. И он нас призывает заниматься только теми делами, которые будут для нас служить прогрессом. Вот такой знак судьбы. Хотя вы можете по этой карте столкнуться, допустим, с какой-то информацией, новостью. Может быть, даже дети ни при чем. У кого-то вовсе детей нет. С одной стороны, нам это нравится, потому что по пажу кубков хорошее настроение. Вот такой вот знак судьбы. Настроение будет хорошее. Но, видимо,
Знаете, иногда мы так расслабляемся, нам приятно о чем-то думать, а может быть и помечтать. И это тоже очень важно. Но, видимо, не замечтаться и вернуться на землю вовремя, словно, да, из своих, ну, где-то, может быть, и фантазии или мечты. Потому что есть те вопросы, которые более такие горячие, земные, когда есть возможность их обустроить или решить. Или перепроверять вот эту информацию, чтобы на себя не нацепить розовые очки. Точно. Потому что, видите, это как соблазны или желание, например, взять самим какой-то реванш в том вопросе, в котором прежде было фиаско. Вот примите к сведению, я говорила, что дежавю какое-то может быть. Но это тогда, когда либо вопрос какой-то, который не был решен, а вы им долгое время занимались, может быть, для вас это было архиважно. Он сам как будто вас находит. Вот то, что к вам приходит извне, а не то, что вы как будто насильно притягиваете, вот это рассмотреть стоит. Сказать, что попробовать вот это дежавю и какая-то прежняя проблема, начать ее как бы заново решать, вот это нет. Поэтому, как и хорошее настроение, воодушевление, в принципе, это вы чувствуете больше сил. Но 13-й старший аркан– это трансформация. И нам как будто, посмотрите, дверей нет закрытых, нет никаких препятствий, но мы сами можем подзастрять до бесконечности, что-то анализируя, или потерять время, пытаясь заново, ну, как бы инициировать какой-то вопрос или, опять же, повторюсь, это когда по вашему пониманию должно быть сделано что-то правильно, но предпосылок внешних к этому не складывается. Вот если не складывается, отпускайте. Просто отпускайте. Потому что прошлое уйдет, освободит место для нового. Это не просто слова. Свято место пусто не бывает. Это равносильно как будь то это личная жизнь или какие-то переживания, очень сложные. Жизнь идет вперед. И мы с вами живем в эпоху перемен. Поэтому нам приходится и решать вопросы сегодняшнего дня, и вот то, что будет прогрессом, или то, что вам интересно, мы должны реализовать, ну, по максимуму, насколько это возможно. Не теряй времени даром, как будто человек держит песочные часы и всем своим видом нам говорит: время пошло. 13-й старший аркан. Отпускайте. Что скоро случится или произойдет? А ведь правда, карта заслуженного успеха, но искусство первого шага. С одной стороны, когда у нас хватает мужества идти вперед, и человек, изображенный на этой карте, он не очень счастливый. Ему сложно. Ему сложно этот выбор дается. Но, с одной стороны, он понимает, что да, вот на этом берегу ничего уже не растет. Уже, может быть, все таланты, какие он мог, он раскрыл. Или все, что мог, он уже здесь сотворил, сделал. Сейчас уже как будто сам по себе закрытый путь находиться или оставаться здесь. Время пришло идти дальше. Но что там дальше ждет? И вот это где-то внутреннее такое ощущение, когда нас это пугает. Опять же, дверей закрытых нет, пространства. По этой карте сама по себе дорога, переезд, путешествие или подготовка к таковым, работа с командировками, работа из любой точки мира, освоение новых технологий, потому что мечи– это у нас всегда пространство, эфир, интернет, это какие-то перемены, к которым мы выходим навстречу, и нам не страшно. Это не значит, что прямо мы такие все самоуверенные, но это мы, знаете, когда желание идти вперед сильнее страха. Поэтому и человек нам такой показан, ну, немножко, может быть, угрюмый, ну, или как минимум сосредоточенный, очень сосредоточенный, потому что он понимает, в то путешествие, в которое я отправляюсь, мне придется действовать и решать что-то самому. А может быть, исследовать неизвестную землю без карты, но заслуженный успех, поэтому карта так и называется. Если ты смог сделать этот первый шаг, и успех к тебе придет тоже очень символично с картой Солнца. И поэтому, что скоро случится или произойдет? Возможно, либо к вам кто-то приедет, либо это будет вопрос касаться, опять же, вашей поездки, или какая-то важная встреча, важные контакты. Для кого-то из вас обучение, мои дорогие, изучение языков.
изучение, может быть, новых цифровых технологий. Это все проходит по этой карте, потому что это все своеобразный драйв, раскрытие талантов с картой Солнца. Почему нет? Или, может быть, вообще какая-то миссия такая, когда вот эти таланты, если мы на этом безжизненном берегу не раскроем, значит, существует то место на Земле, где мы сумеем реализоваться. Ну, у кого-то, может быть, и буквально что-то подобное стоит на кону. Что же там в неожиданностях? Ну, конечно, мы можем сомневаться. Карта искаженного восприятия. Всего две карты. Как восьмерка, так и девятка мечей. Иногда девятка мечей бессонница. То есть у кого-то вдруг, вы никогда не страдали этим недугом, но вдруг какая-то инсомния накатила. А это бывает, когда мы что-то просчитываем, обдумываем. Дня нам как будто мало, да? Мы еще полночи лежим, думаем. Но это нам уже не помогает. Поэтому оставьте глубокую философию на мелком месте. Оставьте какие-то страхи. Вот все то, что я сказала, карта подтверждает. Может быть, для вас, мои дорогие, вот какие-то такие мысли сумбурные, сложные, когда как будто мы сами себя либо от чего-то отговариваем, либо действительно есть определенная боязнь, потому что Земля-то неизведанная, и карты-то у нас как будто тоже нет. Но, наверное, итог того стоит. И высшие силы вам в помощь, сама фортуна. Сфера личной жизни и любви. Ну, не замечтаться, наверное, будет тоже не лишним. Но вообще я должна сказать, может быть, с одной стороны, у кого-то путаница, конфуз, непонятно, куда идут отношения, но настроение хорошее, как будто обеспечено. Давайте мы достанем еще одну карту. Но скорее тут у кого-то конфуз. Или, знаете, выздоровление. Вот сказала бы так. Я всегда говорю, тройка– это, во-первых, все тройки, карта будущего. И здесь у нас, вон, посмотрите, человек, кстати, закрытых дверей нет. Нет патовой ситуации. Человек сам сидит в этой темной комнате, с куклой Вуду. Конечно, тройка мечей– это всегда, знаете, сгусток боли, который тянется какое-то очень долгое время. Ну, может быть, и не столь долго у кого-то, но главное– интенсивность. Когда мы ничего не можем сделать, когда против нас что-то было либо несправедливо, либо совершенно неожиданно, или вы сделали что-то очень хорошее, в ответ прилетела совершенно какая-то черная неблагодарность. Или, может быть, действительно предательство, или какое-то разрушение. Но это было когда-то. А вот теперь то сложное, больное состояние сменяется как минимум здоровым равнодушием. Шаг за шагом мы выздоравливаем. И я так больше думаю, что на смену вот этим тяжелым мыслям приходит уже, ну, так, шаг за шагом или постепенно, день за днем, более оптимистичное настроение. Но, вы знаете, здесь как две крайности. Насколько нам нельзя соскользнуть вот в эту глубокую философию, настолько нам нельзя надеть розовые очки или позволить кому-то замылить себе глаза. А что тогда? Давайте как карту совет. Еще одна тройка. Иди в будущее. Вот конкретно. Еще одна тройка, и эта карта тот успех, который он уже почти на пороге. Или, знаете, это как что-то в вашей жизни вот-вот будет меняться. И, в принципе, это будет меняться то, что вы сами надумаете изменить где-то. Будут возможности, самое главное, и колесо фортуны это подтверждает. И это касается у кого-то взаимоотношений, может быть, кстати, по работе. Ну и пусть что личная жизнь, ну и любовь, да? Но согласитесь, то, что касается нашей личности, тут ведь могла быть какая-то обида или что-то противоправное, и мы не могли это изменить. Но сама ситуация потихонечку выравнивается. А может быть, тот человек, с кем были связаны эти эмоции, но постепенно до него доходит наконец, что он поступил некрасиво. Но я не вижу тут именно со стороны какого-то человека признания или извинений. Нет, вы за это время сами что-то оставляете в прошлом и идете вперед. Потому что по тройке жезлов, ну вот буквально как маяк, человек уже с чем-то определился. Он знает, чем он будет заниматься. Он подвел итог и понимает, что он возьмет с собой в будущее. А что ему, это уже день прошедший. Вот что-то подобное у вас может проигрываться. Ну, наверное, основная задача выйти из этой клетки. Вот посмотрите. И здесь у каждого по-своему. Кто-то из вас, меня смотрят люди из разных стран.
мог потерять любимого человека в силу разных причин, а у кого-то было расставание по-английски. И неизвестно, что сложнее, правда, и то тяжело, и это тяжело. Мы все переживаем. И самое главное то, что был тот момент, когда мы это не могли изменить. Вот, ну никак. Может быть, все внутри буквально кричало и рвалось, а что ты можешь сделать? Это ты на это не влияешь. Но, видимо, у каждого свой процесс выздоровления, хотя бы даже по времени, правда? Кто-то адаптируется быстрее, кому-то несколько сложнее. Люди с тонкой душевной организацией, как правило, застревают в этом состоянии надолго. Это, знаете, тут все присоединяется: и апатия, и эмоциональное выгорание, в том плане, что уже ничто не радует. И даже если была любимая работа, деятельность, то тоже вот ну, ничто не манит. Новые какие-то знакомства тоже вот что-то подобное, как у вас могло быть. Я надеюсь, что это будет касаться не всех, но кого это касается, у вас уже будущее на пороге. Сфера финансов, что будет? Чего ждать? Ну, вот тут я бы сказала, чего не ждать. Служанка в ожидании, мои дорогие. Вот как раз, по-моему, нам весь расклад, посмотрите, нет препятствий, нет закрытых дверей, нет каких-то препонов вообще, да, то есть вот нам говорят о том, что давай вылетай, как будто вот даже эту клетку, куда мы себя поместили, ну так, образно говоря, две птицы, два ворона, это символ мудрости, сидят и наблюдают, думая: «А давай-ка мы с тобой поменяемся местами. Ты там задержался, тебе там явно не место, пора уже на выход. А вот мы там поселимся, нам там как раз будет хорошо». Понимаете, вот, может быть, буквально с кем-то поменяться местами, переиграть какую-то ситуацию. Может быть, и лицедейство включить, потому что все средства хороши, лишь бы выйти вот две карты девятка мечей. Либо выйти из каких-то своих собственных предубеждений. На этой ведь карте тоже, посмотрите, женщина бежит с закрытыми глазами. Как можно бежать с закрытыми глазами? Она не видит, что вокруг. Это вот она смотрит вглубь себя, и ей кажется, какая-то стая птиц непонятных, или тут вообще летучие мыши больше нам изображены. Мечей, как будто нет дороги назад, вот, ну, прям какой-то мрак. А всегда по девятке мечей идет один совет: открой глаза, будь более, ну, где-то прицельным вниманием, осмотри, что происходит вокруг, не пропускай это через эмоции. Ну, наверное, здоровое равнодушие помогает. Но если мы говорили о принцессе жезлов, понимаете, тут, по-моему, надо делать выводы и как-то действовать. Давайте посмотрим сфера финансов. Но опять же, да. Вот вы понимаете, мои дорогие, много карт таких, когда или как будто ты начинаешь действовать, или ты теряешь время. Мы уже говорили в самом начале. Ничего не меняется. И опять же, нет закрытых дверей. Вы понимаете? Нет закрытых дверей, и человек, он смотрит за чьей-то жизнью, наблюдает за тем, что ему транслирует. Но и тоже он не такой не очень-то счастливый. Поэтому явно, может быть, это у кого-то из вас, если мы смотрим финансы, какие-то были обещаны, может быть, и средства, или были заключены договоры. Может быть, это вы надеялись на чью-то помощь. Но тут, похоже, надо действовать самому. Хорошо, давайте карту совета на финансы. Ну вот с другой даже колоды, посмотрите, нам говорят. Тут два момента, которые вам мешают решить какой-то финансовый вопрос. Недопонимание. И второй момент – недостаток денег. Как будто взаимоотношения или какие-то правильные контакты, взаимодействия и финансы – это все единое целое. И только стоит нам, ну, может быть, с кем-то и договориться, рассмотреть какой-то альтернативный путь, и у нас тогда получится и решится вопрос. Тут явно какое-то бездействие мешает нам как можно скорее получить и праздник, и победу, и остаться более чем довольным, да еще плюс помогает нам колесо фортуны. Уже больше карты не тяну. Смотрите, еще одна карта, тройка жезлов. Опять же, карта будущее. Вот вы на пороге главного выбора. Вам нужно, может быть, так вот критическим мышлением проанализировать, на что вы соглашаетесь сегодня.
Или о чем вы, мои дорогие, думаете, когда вам кажется, я ни о чем не думаю? Здесь определенно, знаете, как будто как либо, ну так психологически, какая-то тема подзастряла в вас самих, и она, ну как заезженная какая-то пластинка или какое-то очень сильное глубокое переживание, то, что мы бы хотели, но оно не осуществилось, и мы словно можем спрашивать, а почему вот так сложилось, или почему там поступил так конкретно как-то не очень хорошо человек, или почему со мной так обошлись. То есть, понимаете, вот совсем не те вопросы. Тут не почему кому-то, да, как пространству, а задать себе вопрос, что у меня есть и что я могу сделать прямо сейчас. И вы увидите много возможностей. Тут нужно и решение, да, и решиться как будто тоже нужно. Поэтому нам карты так и показывают, что от действия именно будет и солнце, и праздник после победы, ну и вот это колесо фортуны, оно не постоянно. Мы с вами говорили об этом. Поэтому нельзя упустить какое-то время для вас благоприятное. И я говорила, это даже где-то перекликается планетарными транзитами. Поэтому на что-то вам нужно решиться. Прошлое уже само, наверное, пытается от вас оттолкнуться. Даже если у вас, мои дорогие, вы очень добрые люди. А добрых людей всегда легче обидеть. Всегда с ними, ну, знаете, персоны же разные бывают, правда? Но иногда люди не понимают, что доброе отношение, эмпатия — это не есть что-то бесплатное, что доброта, она дороже всего обходится, но ты ее не купишь ни за какие деньги. И очень часто именно таких людей обижают или они становятся под ударом. Потом они в себе очень сложно как-то переживают эти моменты в себе, чтобы никто не узнал, потому что мы же не хотим слабаками выглядеть, правда? И вот эта проблема, которую мы закопали вглубь себя. Попробуй ее потом выгони наружу, так и хочется сказать, правда? Но я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Но, видимо, пора. Прошлое уже само. Как будто устала от вас, мои дорогие. Отпускайте, и жизнь будет играть новыми красками. И возможностей, главное, много. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я вас люблю. И хочу поблагодарить за ваши искренние комментарии, за вашу душевность. Это правда. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.